Приветствую на канале MAF. Сегодня я отправлюсь в офис Samsung 837, но не в тот, что находится в центре Нью-Йорка, а в его виртуальную копию, в Decentraland. Я хочу узнать, зачем компании идут в метавселенную и строят такие здания. Должно быть интересно, поэтому не будем долго стоять на месте. Захожу в здание и попадаю в футуристичный коридор. Сразу появляется текст на весь экран. Наше мероприятие по розыгрышу NFT завершилось. Мы немного опоздали, но ничего, можно следить за социальными сетями и прийти еще раз, когда будет что-то интересное. По обеим сторонам в центральной комнате висит фирменный мерч. Это цифровая одежда для аватаров метавселенных. Здесь три вида: эпичная, легендарная, мистическая. На прошлом мероприятии можно было забрать себе такой костюмчик бесплатно. В центре зала есть коллекционная монетка. Ее можно забрать себе на память. Для этого нужно подойти к ней очень близко, нажать на левую кнопку мыши и ввести бот-код. Ценность этой штуки в том, что она будет подтверждать, что вы действительно посетили это место. Это своего рода программа лояльности. Правда, какие бонусы она будет давать в будущем, пока неизвестно. Вместо привычных дверей здесь треугольные порталы. Розовый, зеленый и желтый. С помощью них можно попасть в другие комнаты. Начнем с розового. Это такое красивое арт-пространство, скорее всего, предназначено для виртуальных вечеринок и дискотек. Тут можно взаимодействовать с окружением, переключать свет и музыку. А сверху 3 экрана для трансляций. Отличное место для общения со своей аудиторией. Следующий портал переносит нас в природу. Здесь горы, лес, водопад. Это своего рода квест-бродилка, поэтому нужно искать подсказку. И вот первое, что древняя мудрость ждет всех, кто отважится погрузиться под поверхность. Загадочно, думаю, дальше это где-то понадобится. Прохожу сквозь гущу леса и встречаю тут корейского дракона. И теперь становится понятно, это колодец мудрости, в который нужно окунуться. Здесь опять дракон, который рассказывает какие-то мудрости. Так как Samsung это корейская компания, они таким квестом хотят познакомить свою аудиторию с философией бренда, наверное. За прохождение я получил награду, еще одну монетку. Да, Samsung пока не рассказывает, как их можно использовать в будущем, но все равно это веселее, чем просто копить бонусы в магазине. То есть отношение компании со своими пользователями геймифицировано намного лучше. Пора возвращаться, и впереди еще один портал, желтый. Комната внутри — это лекционный зал. Здесь можно проводить презентации новых проектов и даже внутренние совещания. Почему бы и нет, это отличная альтернатива Zoom. В центре написано: «Спасибо, что связались с нами на CES 2021. Смотрите полный обзор основного доклада здесь». И другие интересные объявления в будущем. То есть можно нажать на эту ссылочку и посмотреть запись того, что мы пропустили. Какой итог? Этот пример Samsung наглядно показывает, что такое метавселенная и зачем она нужна брендам. Простыми словами, это новая версия интернета. Только вместо двумерных сайтов компания открывает здесь трехмерные здания. Это ближе и понятнее для человека. А функции те же самые: привлечь покупателя, предложить ему услугу и продать ее. У самих пользователей метавселенной есть свои плюсы, но это тема для другого видео. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинки. А на этом пока все. До скорого.